Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лебедях. Что мы знаем о них? Что это очень красивая белая птица. Люди испокон веков уважали и почитали эту птицу за ее красоту. Писали стихи, рассказы, упоминали ее в своих произведениях, снимали фильмы, называли населенные пункты. И фамилии людей есть в честь этой птицы. Даже поставили балет с названием «Лебединое озеро», который показывают время от времени. А кто читал или кому читали сказки Ганса Христиана Андерсена, знают о гадком утенке. В детстве он был некрасивый, и все животные над ним издевались. Почему так? И почему утенок, а не лебеденок? Обо всем об этом и еще много о чем мы сегодня и поговорим. Поехали! Трудно назвать птиц, овеянных большей романтичностью и загадочностью, чем лебеди. Люди издавна поклонялись им, восхищаясь такими качествами этих птиц, как величественный и горделивый вид, красота и грациозность, и, конечно же, та самая лебединая верность, о которой говорится в легендах и поется в песнях. У множества народов в древности лебеди стали тотемными животными. Но какие они настоящие, не легендарные и не сказочные, а вполне обычные земные лебеди? И чем еще, кроме перечисленных выше особенностей, могут быть примечательны и интересны эти птицы? И начнем мы с названия. Лебедь – название, которое сформировалось на Руси примерно с XI века. Оно исторически соответствует слову «елбить», которое имеет прославянское происхождение. Название, скорее всего, появилось от латинского слова «albus», переводящееся как «белый», и в славянских языках на данный момент оно практически одинаковое. Лебеди – это крупные, величественные водоплавающие птицы из семейства утиных, относящегося в свою очередь к отряду гусеобразных. И в настоящее время известно 6 видов лебедей. Лебедь-кликун, лебедь-шипун, лебедь-трубач, американский лебедь или тундровый, черный лебедь и черношейный. А так как их немного, давайте о каждом и поговорим. Кликун – один из самых распространенных видов лебедей. Гнездятся эти птицы в северной части Евразии, от Исландии до Сахалина, а на юге их ареал простирается до монгольских степей и северной части Японии. От других своих сородичей отличается издаваемым во время полета трубным кличем, который разносится на большие расстояния. Окраска богатого пухом оперения у кликунов снежно-белая. Их клюв лимонно-желтого оттенка с черным кончиком. Еще одна внешняя особенность этих птиц – то, что на воде они не изгибают шею, как другие лебеди, а держат ее строго вертикально. Шипун, в отличие от внешне схожего с ним кликуна, во время плавания изгибает шею в виде латинской буквы «С», а голову держит наклонно к поверхности воды. Из-за того, что шипун в целом крупнее и массивнее кликуна, его шея визуально выглядит более толстой и на расстоянии кажется короче, чем на самом деле. При полете шипун не издает трубных кликов, но звук, рассекающий воздух его больших и сильных крыльев, сопровождаемый характерным скрипом, издаваемым широкими и длинными маховыми перьями, бывает слышен издалека. Названа эта птица так потому, что, выражая свое недовольство, она издает злое шипение. Обитают шипуны в средних и южных районах Азии и Европы. Их ареал тянется от юга Швеции, Дании и Польши на западе до Китая и Монголии на востоке. Лебедь-трубач внешне похож на кликуна, но в отличие от желто-черного клюва последнего, его клюв полностью черный. Трубачи – крупные птицы, чей вес достигает 12 килограммов, а длина тела до 1,80 м. Обитают они в североамериканской тундре. Их излюбленные места гнездовий – большие озера и широкие неспешно текущие реки. Американский лебедь или тундровый лебедь – небольшого размера, распространенные в тундровой зоне северного полушария. Некоторые орнитологи выделяют малого лебедя, обитающего в Палеарктике, в отдельный вид, однако большинство ученых все же полагает, что это один из двух подвидов тундрового лебедя. Тундровый лебедь – наименьший из всех лебедей, обитающий в северном полушарии. Его длина составляет до 1,50 м, размах крыльев до 2 метров, а вес до 10 килограммов.
Подвид тундрового лебедя имеет внешнее сходство с евразийским лебедем-кликуном, однако по сравнению с ним заметно меньше, имеет более короткую шею и более округлые очертания головы. Рисунок клюва различается у отдельных особей, но в отличие от лебедя-кликуна, черный цвет в нем превалирует над желтым. Голос тундрового лебедя похож на голос кликуна, но при этом он несколько тише и более низкий. Клюв у него в основном черный, только верхняя его часть имеет желтый цвет. Малый лебедь любит селиться на открытых водных пространствах, а лесных водоемов, наоборот, старается избегать. Черный лебедь был открыт в Австралии в районе города Перт в 1697 году голландским путешественником Вильямом де Вламингом. В честь этих грациозных птиц экспедиции была названа Лебединая река в Австралии. Члены его команды были первыми европейцами в данном регионе. Они же чуть ранее познакомились и с квокками. 29 декабря 1696 года экспедиция высадилась на безлюдный остров, находящийся в 18 километрах от континентального побережья Западной Австралии, где встретила большое количество квок и, полагая, что это большие крысы, назвали остров Ротнест – гнездо крыс. Но квоки не крысы, а кто не знал, обязательно посмотрите о них видео на канале. Но вернемся к лебедям. Черный лебедь встречается во всех частях Австралии и на Тасмании. В середине 19 века его завезли в Новую Зеландию, где он быстро прижился. Позже его завезли в Европу и Северную Америку, где его содержат в городских парках и заповедниках. Черный лебедь предпочитает неглубокие водоемы с пресной водой. Он меньше, чем лебедь-шипун, а их масса может достигать всего 10 килограммов. Шея черного лебедя наиболее длинная среди лебедей. Благодаря 32 шейным позвонкам он может охотиться под водой в более глубоких водоемах. Оперение лапы черного цвета. Белыми являются лишь отдельные перья, спрятанные в глубине. А на краях крыльев у черных лебедей кудрявые перышки. Клюв светящегося красного цвета и украшен белым кольцом у края. Цвет глаз варьируется между оранжевым и светло-коричневым. В отличие от лебедей-шипунов, у черных лебедей есть голос, которым они друг друга приветствуют, сопровождая это поднятием и опусканием головы. Иногда они выплывают на середину озера, кладут голову на воду и долго трубят, зовя сородичей или просто выражая недовольство. В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей. Тем не менее, он очень мобильный, и даже относительно небольшие помехи, такие как продолжительный шум, могут заставить изменить место пребывания. Черные лебеди в большинстве случаев проводят всю жизнь примерно в том же регионе, где родились и выросли, реагируя на изменения уровня воды. В засушливые годы множество лебедей собирается на побережьях Австралии, в охраняемых лагунах и бухтах. Интересной особенностью лебедя является, что в высиживании яиц принимает участие самец, однако на ночь эту обязанность всегда принимает самочка. И, наконец, черно-шейный лебедь. Белая лебедушка с черной уголовушкой украшает реку вдали от человека. Это сказано, скорее всего, именно про него. Отличается от остальных своих сородичей необычной двухцветной окраской оперения. У него окрашены в черный цвет голова и шея, тогда как все остальное тело имеет снежно-белый оттенок. Вокруг глаз находится узкое белое обрамление в виде полосочки. Клюв у этих птиц темно-серый, у его основания находится большой ярко-красный нарост. Ноги черношейных лебедей светло-розовые, и обитают эти птицы в Южной Америке, от Чили на севере до огненной земли на юге, а на зимовку улетают в Парагвай и Бразилию. И как мы заметили, у всех видов лебедей оперение может быть только ахроматических цветов, то есть черного, серого или белого. Излюбленные места обитания лебедей – крупные озера, у берегов заросшие камышом и другой водной растительностью. Иногда они могут обосноваться и на побережье моря при наличии поблизости тростниковых зарослей. Если люди относятся к этим птицам уважительно и не слишком назойливо, они могут поселиться на прудах поблизости от населенных пунктов. За некоторым исключением, лебеди – птицы перелетные. Осенью они оставляют родные места, чтобы зазимовать на побережьях теплых южных морей или незамерзающих озер.
а весной возвращаются обратно. Стая летящих лебедей, впереди которых летит вожак, называется клином. Но иногда они могут остаться в местах своих гнездований. К примеру, кликуны иногда зимуют на незамерзающих проливах Белого и Балтийского морей, а черные лебеди вообще никуда не летают. И подытожим, что лебеди считаются самыми крупными водоплавающими птицами на Земле. Их вес достигает 15 килограммов, а размер крыльев до 2 метров. Цвет клюва у большинства видов серый или темно-желтый, и только у черного лебедя и у шупуна он бывает красным. У всех видов лебедей имеется над клювом характерный нарост, цвет которого зависит от вида, к которому принадлежит птица. Он может быть черным, желтым или красным. И главная внешняя черта, отличающая лебедей от уток и других похожих на них птиц, это длинная шея, которая помогает птицам находить пропитание в воде. Лапы у них короткие, поэтому на суше лебеди выглядят далеко не так изящно, как в воде, а их походка при этом выглядит несколько неуклюжей. Зато благодаря отлично развитой мускулатуре крыльев летает лебедь очень хорошо и в полете выглядит почти так же эффектно, как и при плавании. Он летит и далеко вытягивая шею и рассекая воздух взмахами сильных крыльев. Мигрирующая осенью на юг стая лебедей производит поистине сильное впечатление, когда она пролетает над опустевшими полями и пожелтевшими лесами туманным и дождливым утром, оглашая окрестности громкими печальными криками, словно прощаясь до весны с родными местами. Такое впечатление оно произвело и на Петра Ивановича Чайковского. Смотрел он на Лебединое озеро, находящееся поблизости от замка в Германии, с плавающими по нему белоснежными и угольно-черными величественными птицами. Смотрел, взял, да и написал музыку к балету «Лебединое озеро». Половой диморфизм у лебедей не слишком выражен, так что самца не так просто отличить от самки. Так как у них одинаковый размер тела, форма клюва, их шеи имеют одинаковую длину, да и цвет оперения у самцов и самок одного вида тоже совпадает. Что не скажешь о птенцах. В отличие от взрослых птиц, довольно невзрачны на вид и лишены грациозности своих родителей. Цвет их пуха, как правило, серенький, различных оттенков, но точно они не гадкие, пусть и не похожи на своих родителей. Лебеди большую часть своей жизни проводят в воде. Они величаво, чинно и размеренно плывут, рассекая водную гладь. И при этом их движения преисполнены горделивой неторопливостью. Когда лебедь погружает голову и шею в воду в поисках пищи, его туловище перевешивается вниз, вслед за ними, так что на виду оказывается лишь задняя часть тела, назовем ее так, напоминающая издали небольшую подушку, увенчанную небольшим хвостиком. Обитающие в дикой природе лебеди очень осторожны, они не доверяют ни людям, ни другим животным и предпочитают держаться подальше от берега, где, возможно, их поджидает опасность. Если же над ними нависает реальная, а не мнимая угроза, то птицы предпочитают уплыть от своего врага по воде, и лишь в том случае, если избежать преследования не удается, разбегаются по воде, шлепая по ее поверхности перепончатыми лапами и время от времени тяжело взмахивая крыльями. Если же и это не помогает скрыться от настигающего хищника, только тогда лебеди нехотя поднимаются в воздух. Когда по каким-то причинам лебедь не может взлететь, то он ныряет под воду и уже так пытается избежать опасности. Птицы, живущие в парках, довольно быстро привыкают к тому, что к ним постоянно оказывается прикованным внимание посетителей. Они становятся доверчивыми к людям и благосклонно соглашаются принимать от них корм. Лебеди очень горды, они не терпят присутствия рядом с собой соседей и тем более конкурентов. Уже сложившаяся пара будет отчаянно защищать свою территорию, не пуская в свои владения никого постороннего. Эти птицы могут быть агрессивны в том случае, если кто-то нарушает покой и заходит на их территорию. Лебеди очень сильные и в схватке с человеком один на один вполне могут ударом крыла сломать своему неприятелю какую-нибудь конечность, а мощный и крепкий клюв делает их еще более грозными противниками. Если же они селятся поблизости от человека, например в садах или в парках, то это означает, что птицы всецело доверяют людям и позволяет им приближаться к себе в обмен на защиту и подход.
подкормку. Только в этом случае они могут примириться с наличием соседей. И самые спокойные оказываются черные лебеди. А вот белые шипуны, наоборот, могут быть весьма задиристыми и агрессивными. В основном лебеди питаются растительной пищей, корнями, стеблями и побегами растений, за которыми ныряют, погружая в воду свою длинную шею. Мелкие животные, такие как лягушки, черви, двухстворчатые моллюски и мелкая рыба, тоже нередко оказываются их кормом. На земле эти птицы могут щипать траву, как это, к примеру, делают их дальние родственники гуси. И покушать они любят. Суточное количество съедаемого ими корма составляет до четверти веса птицы. Найти пропитание для лебедей, как правило, бывает нетрудно. Тем не менее, в их жизни могут быть периоды, когда приходится садиться на строгую диету, что бывает, например, в случае длительной непогоды или тогда, когда уровень воды сильно поднимается и птица не может дотянуться до растущих на дне растений. В этом случае они могут очень сильно исхудать и обессилить. Но даже вынужденная голодовка не способна заставить этих птиц покинуть привычные места и отправиться на поиски других, более перспективных в плане пропитания. Лебеди возвращаются из своих странствий ранней весной, когда еще не сошел снег, а водоемы, где они привыкли гнездиться, еще бывают затянуты тонкой корочкой льда. На юге это бывает уже в середине марта, а вот на север эти величественные птицы возвращаются только к концу мая. К местам гнездовий лебеди прилетают уже парой, найдя постоянного партнера еще на зимовке. И из-за свойственной им моногамности лебеди остаются верны одному партнеру всю оставшуюся жизнь. Только если что-то с ним не случится. Только тогда они могут сделать исключение. После прилета пара лебедей занимает заранее облюбованный птицами участок и приступает к постройке большого до 3 метров в диаметре гнезда, похожего на плавучую кучу веток, древесных сучьев, камышей и прибрежной травы. При этом они рьяно охраняют территорию от вторжения своих соплеменников. Между лебедями нередко происходит из-за этого ожесточенные сражения, когда птицы с громкими криками сталкиваются грудью в воде, не переставая при этом хлопать крыльями и с силой бить ими друг друга. После того, как гнездо построено, самка откладывает в него несколько яиц и высиживает их в среднем 40 дней. Все это время самец охраняет кладку и предупреждает самку об опасности. Если лебединой чете и вправду что-то угрожает, то они засыпают гнездо пухом, а сами взмывают в воздух и в ожидании, пока опасность не минует, кружатся над ним. Людям, которые случайно наткнулись на гнездо или на птенцов лебедя, лучше побыстрее покинуть территорию этих птиц, так как если он этого не сделает, те будут отчаянно сражаться, защищая свое потомство и пуская при этом в ход свои мощные крылья и крепкий клюв, что может привести к серьезным последствиям. Маленькие лебедята вылупляются уже вполне готовыми к самостоятельному передвижению и приему пищи. Взрослые птицы опекают их в течение примерно года. Птенцы под их присмотром сами добывают себе еду на мелководье. Также они нередко греются под крыльями у своей мамы или забираются к ней на спину. Весь выводок в полном составе вместе с родителями осенью отбывает на юг, а весной, как правило, тоже всем семейством возвращаются обратно на место гнездовий. Молодые лебеди взрослеют медленно, а половой зрелости достигают лишь к 4 годам жизни. У взрослых лебедей немного естественных врагов, поскольку они достаточно сильны для того, чтобы отогнать прочь почти любого хищника. Что же до птенцов, то на территории Евразии их естественными врагами обычно являются лисы и хищные птицы, такие как скопа или беркут, а также поморники и чайки. Бурые медведи и волки тоже могут посягнуть на гнездо или на выводок лебедей. Для птиц, обитающих в тундре, опасность могут представлять также и песцы. Естественными врагами также являются вороны, вороны, росомаха, выдра, енот, пума, рысь, ястреб, сова. И на птенцов также может охотиться даже хищные черепахи, живущие в Америке.
А лебедям, обитающим в Австралии, помимо хищных птиц, также стоит опасаться диких собак динго, единственных хищных зверей, обосновавшихся на этом континенте. Лебеди считаются долгоживущими птицами, и действительно, они могут прожить от 20 до 25 лет в естественных условиях и до 30 лет в неволе. Однако легенды говорят, что эти птицы могут прожить и до 150 лет, но это, к сожалению, является выдумкой, не соответствующей действительному сроку жизни этих удивительных и поистине прекрасных созданий. И в настоящее время все виды лебедей, кроме подвида малого, широко распространены, и их охранный статус обозначен как вызывающий наименьшее опасение, и это очень хорошо, ведь издавна люди почитали лебедей выше остальных птиц. Они приписывали лебедям сверхъестественные способности, возводили их в ранг божеств. Восхищенные великолепием этих созданий, люди сравнивали женскую красоту с красотой лебедей. Считалось, что эти птицы обладают даром бессмертия и являются благодетелями человеческой расы. Так у народов айнов существовало предание о том, что все люди произошли от лебедей. Монголы в древности считали, что люди были созданы богами из лебединых лап, а народы Сибири были уверены в том, что лебеди вовсе не улетают на зимовку на юг, а превращаются в снег и уже после наступления весны снова становятся птицами. Все эти легенды свидетельствуют о том, что лебеди издавна привлекают к себе внимание людей и завораживают их своей грациозностью и таинственностью. И основная наша задача – сохранить этих дивных птиц для того, чтобы потомки имели возможность увидеть их в дикой природе и полюбоваться на их изящную и величественную красоту. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.